Экшен. Добрый вечер, дорогие друзья. В эфире отчетный концерт театральной компании «Хронотоп». Меня зовут Алексей Киселев, я театральный критик и главный редактор издательства «Индивидуум», а рядом со мной режиссер и основатель театральной компании «Хронотоп» Илья Мощицкий. Илья Мощицкий – это я, Алексей Киселев – это мужчина справа от меня. Итак, за этот вечер, спасибо, что присоединились к нам, спасибо, что смотрите нас в прямом эфире. За этот вечер, примерно за 2 часа, мы планируем обсудить проделанный театральной компанией «Хронотоп» путь в Ереване, в Армении. Что было поставлено? Мы обсудим 3 спектакля, посмотрим несколько фрагментов каждого из них и обсудим дальнейшие планы театральной компании. Но вначале несколько небольших объявлений. Во-первых, этот эфир проходит при поддержке Диалог Бюро Вена. А также важно сказать, что у эфира есть чат. И мы призываем вас участвовать в эфире, задавать вопросы. Время от времени мы будем обращаться к ним, и Илья сможет на них ответить. Кроме того, вы можете получить по итогу этого стрима полные версии этих спектаклей, видеозаписей. Для этого нужно в чате написать свой e-mail. Что ж, наверное, с такими самыми основными предуведомлениями все. Я же со своей стороны хотел бы представить театральную компанию «Хронотоп» в 2 словах. Прежде чем задать свой первый вопрос Илье, сказать, что это за театральная компания. Это независимый театр, который появился в России, точнее в Петербурге. Это независимый театр. Что такое независимый театр? Это театр без своей труппы, без финансовой поддержки государства. И в России театральная компания «Хронотоп» заработала репутацию довольно авангардистского экспериментального театра. И тем интереснее обсуждать армянский путь этой театральной компании. Поэтому вот мой первый вопрос, он о том, что такое «Хронотоп» и что такое режиссер Илья Мощицкий. Где здесь разница? Да, коллега, я сейчас отвечу на все ваши вопросы, пока люди еще собираются. Мне вот тут приходит сообщение от зрителей, что звук отстает примерно на секунду. Если это можно пофиксить, было бы супер это как-то пофиксить. Еще у нас эфир, он сразу на 2 языках по 2 ссылкам должен работать. Но пока вот, по-моему, у нас нету в английской трансляции, у нас нету перевода. Хотя люди там есть. Есть, да? Непонятно почему. Люба пишет, что отключен микрофон в зуме. Может быть такое. Хорошо. Да, в любом случае, если можно наладить, давайте наладим, а я начну пока рассказывать о том, что такое «Хронотоп». Да, да, вопрос мой в том, что есть режиссер Илья Мощицкий. Да. Спектакли Ильи Мощицкого, свои спектакли могут идти на разных театральных площадках. До начала полномасштабного вторжения, до февраля 22-го они могли идти на сценах государственных театров в России. И многие режиссеры уехали после начала войны и ставят спектакли под своим именем на разных сценах Европы или стран бывшего Советского Союза. Вот ты же выбрал путь не продолжать карьеру режиссера под собственным именем, а реализовывать такой путь как фронтмен театральной компании. Вот в чем для тебя разница? Разница довольно простая, когда ты создаешь театральную компанию, хотя полное название компании – это временное объединение «Хронотоп», потому что
сама история и время, и опыт научили относиться к театру как к самому маложивущему из искусств, как к чему-то, что в своей основе, в своей природе содержит эту временность. И понятно, что со спектаклями очень тяжело и горько расставаться, но как будто бы сама природа театра, она предполагает, что нужно научиться освоить вот это вот отношение к театру, отношение как к спектаклю, как к мандале, которую, вот какая бы она красивая ни была, ее все равно океан смоет. И самое на самом деле худшее для спектакля — это наоборот вот эта фиксация, потому что мы хорошо знаем, как идут там спектакли 20-летней, 30-летней, 70-летней давности, во что они в итоге превращаются, даже самые удачные из них. И вот это временное объединение хронотоп — это желание сделать эволюцию вместе с людьми, которые к этой компании присоединяются, более, что ли, последовательный. То есть понятно, что когда ты делаешь спектакль с людьми, с которыми ты прошел большой путь и продолжаешь его проходить, это совсем другое, нежели когда ты приезжаешь там в какой-то театр. Обычно из прошлой жизни было понятно, что это не больше там 1,5 месяцев, это максимум. Вообще обычно это месяц и не больше. Вот, то есть это все равно такой шок. Значит, сначала труппа знакомится с твоей, не знаю, с твоей эстетической программой, да, она приходит в ужас, допустим, от нее. Ты как-то постепенно эти ткани, они могут прижиться, а могут не прижиться. И вот эта театральная компания — это желание что ли, бросить клич, что ты собираешься вот в дорогу. Вот. И по пути к этой компании могут присоединяться люди. Также люди могут как-то откалываться и расставаться. И все это мы попытались в генезисе временного объединения хронотоп учесть. Мы на самом деле как будто бы, когда создавали компанию, как будто готовились к апокалипсису. Вот так вкратце. Я так долго, по-моему, говорю, да? Нет, очень интересно. И 22 год, октябрь, это осень первого года вашей, я имею в виду, компании театральной объединения «Хронотоп», первый год эмиграции. И выходит спектакль на сцене Государственного театра в Ереване. Это довольно быстро, это неожиданно, и плюс он выходит на армянском языке с переводом на английский, на русский язык. У меня много вопросов сразу возникает. Во-первых, как так получилось, что ты знаешь армянский? Я не знаю армянский. Так, расскажи. Я приехал, не зная ни слова по-армянски. Ага. Баревдзес я знал, как и все. Баревдзес. Это значит здравствуйте. Да, действительно, часть моей семьи имеет армянские корни, но это западный армянский язык. Моя мама говорит на этом языке, но тот язык, на котором говорят в Ереване, он очень сильно отличается. И, в общем, просто пришлось этот язык постепенно осваивать. И я думаю, что это вообще дорога, которая не имеет никакого конца, как и, не знаю, на самом деле и с родным языком тоже. Я вот понимаю, что я русский язык знаю не в совершенстве. Вот. Еще в меньшем совершенстве я знаю армянский язык, но я постоянно... То есть это был способ войти в среду, в культуру и в общество, в социум. И лучшая дорога, она, конечно, пролегает через язык. И да, вот так. То есть я не знал, когда я ставил первый спектакль, у меня не было. Я воспринимал это вот как у Ролана Барта есть такое эссе «Удовольствие от текста», когда он говорит о том, что вот
когда язык не знаком, когда ты воспринимаешь его чисто как эстетическую составляющую, там, в общем, много очень-очень интересных процессов происходит. Вот я через эти процессы проходил. Сейчас мы покажем, наверное, фрагмент из спектакля, о котором еще не было сказано практически ничего, но я все-таки пару слов еще скажу. Да. И можем, наверное, посмотреть этот фрагмент. Речь пойдет о спектакле под названием «Три цвета абрикосовый». Я оказался в Ереване ровно в октябре 2022 года. Это мое первое театральное впечатление за пределами России в эмиграции. И для меня это было сильным впечатлением, потому что вся моя голова, мое сердце, моя душа были заняты войной в России с Украиной. И это как и, наверное, у многих из вас. Мы находились, я и Катя, моя невеста, мы находились вместе в очень таком серьезном напряжении постоянном. И этот спектакль, он подействовал феноменально. Дело в том, что в спектакле много говорится о войне. И не только о войне, еще о любви, еще о смерти, еще о жизни, о театре. Но главным образом стало ясно, что на сцене находятся люди, которые рассказывают свои собственные истории, и они пропущены через этот же самый фильтр проживания трагедии войны, но другой войны. Войны, как вы понимаете, войны Армении и Азербайджана. И для нас это было таким поразительным образом поддержкой своего рода, когда стало ясно, что та страна, в которую мы приехали, живет в своем собственном контексте трагическом, который почти никакого отношения к тому трагическому контексту, в котором находимся мы, нет. При этом он во многом похож. И этот спектакль позволил лично мне сродниться с теми незнакомыми прохожими на улицах, которых я каждый день вижу. Я больше узнал ту боль, через которую проходит армянское общество сегодня, и каждый отдельно взятый представитель. Наверное, стоит сказать, что это спектакль вербатим, это такой автовербатим. Как бы ты назвал этот метод, этот жанр, этот ключ, через который ты работал? В основании нет пьесы. Есть имя Кшиштофа Кислиевского как режиссера фильма «Три цвета», трилогии «Синий, белый, красный». И есть в анонсе намек на то, что это некое сновидение. Вот как бы ты назвал тот метод, которым ты решил работать с артистами над этим спектаклем? Метод называется растворение. Ну, то есть стало ясно, что я нахожусь в новом обществе, в новом языке. Я не знаю зрителя, который придет на спектакль. Я не знаю актеров, которые будут играть этот спектакль. И я подумал, что самым лучшим, наверное, способом будет попытаться максимально превратиться в слух. Я потом дальше расскажу. На самом деле это тоже очень интересный опыт. Сейчас, наверное, многие, уже 3 года, многие говорят об эмиграции как о чем-то очень сложном, очень страшном, очень травматичном. И я не знаю, может быть, имеет смысл поговорить про эмиграцию как про невероятную, просто уникальную возможность обнулить судьбу и прожить какую-то еще жизнь, которую никогда бы ты не смог прожить, имея вот эту дистанцию между новой культурой. Вот благодаря этой дистанции, когда ты входишь, когда ты, в общем, переживаешь второе рождение в другой культуре, в другом языке, но уже как взрослый человек. Мне кажется, что это удивительный опыт, который дает возможность смотреть на те вещи, которые уже в тебе есть, да, вот какие-то твои представления о мире, да,
через совершенно новый ракурс, да, через ракурс второго рождения, и ты теперь и через вот эту двойную дистанцию, с одной стороны, дистанцию от собственной культуры, да, то есть ты от нее оказываешься оторван, с другой стороны, ты еще не вошел и никогда не войдешь как native, да, как представитель этой культуры. То есть ты получаешься вот этим вот ну, наблюдателем на 360 градусов, ты распахнут вот этому новому, ты теперь от всего дистанцирован, но теперь ты можешь рассматривать все, что находится в области твоего внимания, через какую-то невероятную, невероятно интересную оптику. Вот, собственно, это и есть метод. Да, то есть я придумал, что, наверное, с меня форма, а с труппы театра содержание. То есть это все то, чем насыщен спектакль, это совместная, обоюдная попытка пройти через какие-то, может быть, основные формообразующие, иногда очень травматичные, но оттого еще более важные, важные потому, что эти аспекты как будто нуждаются в публичном проговаривании. И вот это и была, что ли, задача спектакля. Вместе попытаться пройти через события из области жизни каждого из актеров, заключив это в ту форму и в то представление о театре, которое у меня было сформировано на момент постановки. Вот как-то так. Мы договорились с Ильей, что мы будем показывать фрагменты каждого из 3 спектаклей, по 3 фрагмента, 2 из которых выберет Илья и 1, который выберу я. И предлагаю посмотреть первый из тех, что выбрал Илья. Давайте, да, посмотрим фрагмент из спектакля «Три цвета абрикосовый». Կարմիր, կապույտ, սպիտակ։ Ես մինչև հիմա չգիտեմ որն է սիրածս գույնը։ Երբ նոր էի ընդունվել թատրոն, փորձերից մեկի ժամանակ խնդրեցի լուսային ռեժիսորին, որ սպիտակ լույս ավելացնի իմ տեսարանում։ Ասաց թատրոնում սպիտակ լույս չկա, տենց չեն ասում, տենց պրոֆեսիոնալ չի։ Ասում են մաքուր լույս։ Չկա սպիտակ լույս։ Կամանակ, ասամիր։ Հարկներս։ Այդ լույսը կապույտ սարքի, մեկ էլ էս առաջինը կարմիր փոխի, հա։ Մի խոսքով ասում են մաքուր լույս։ Էս։ Այդ առաջինը։ Քույն։ Այ հիմա կարող ես սկսել տեսարանը, давай։ Ես ծառայում եմ Արցախում հետախուզական վաշտում։ Այդ ժամանակ մենք դիրքերում էինք ու այդ օրը պետք է իջնեինք դիրքերից։ Գիշերը շատ հանգիստ էր անցել, ոչ մի կրակոտ չէր եղել։ Հասանք Զորամաս, դասակի հրամանատարն ասեց սաղ կամ ամեն ինչ, գեղտոտա, ցեխոտ, փոշոտ, ամեն ինչ պետք է լվանանք ու մաքրենք։ Հա, որ չգիտի ինչպես է աշխատում ռազմական ամունիցիան, բացատրեմ։ Ավտոմատի մագազինները լիցքավորված վիճակում դրվում են հատուկ արկղերում։ Հետո երբ տագնապ է լինում, այդ արկղի մեջից հանում են արդեն լիցքավորված մագազինները, դրվում զենքի վրա ու վերջ արդեն զենքը պատրաստ է մարտի։ Մենք ունենք 2 դասակ, ամեն դասակին մի հատ արկղ։ Ու դասակի հրամանատարն ասեց, սաղ փոշոտ է այդ պատրոնները, հիմա պետք է դատարկենք մագազիններից, վաղս կլադից թազա պատրոններ կբերենք, որոնք լիցքավորենք մաքուր մագազինների մեջ, որոնք այսօր կմաքրենք։ Ու սկսվեց այդ գործընթացը, լվանալ պատրոնները դատարկել, մեկ էլ մեր վաշտի հրամանատարը դուրս եկավ վաշտից այդ բանին ու տեսավ զորքի կեսով
բրոնի ժիլետ սպալնիկ, չգիտեմ, հակագազի չխոր ամեն ինչ լվանում ա ջրով, կեսը պատրոններն են մագազիններից դատարկում։ Ու ասեց, նայեց, ասեց, ժողովուրդ, էս ինչ եք անում։ Դասակի հրամանատարը ասեց, դե Խուջինյան, սաղ եղտոտ ալի մաքրում ենք։ Խուջինյան ասեց, հա, բա որ վաղը պատերազմ լինի, ինչ եք անելու։ Դե Խուջինյան, ինչ պատերազմ, դու կնգանդ նհետ օտպուսկ է, չէ քինամ, քինալի։ Ու հա, միջելոց ինքը պետք է օտպուսկ գնար հաջորդ օրը ու գնում էր շտաբ այդ ժամանակ, որ բլանկը ստորագրեին գնար օտպուսկ ու ասեց լավ ու գնաց։ Իսկ մենք շարունակեցինք մեր լվացքը։ Միջելոց տենց մաքրություն կյանքումս չէի տեսել։ Տոմի ջերի մեջ մի հատ տեսարան կա, չէ՞, սեղանի վրա էս կրոպնի կադրով ամաններ ու բաժակներ են, էս փայլում մաքրությունից։ Ոնց որ այդ տեսարանը լիներ։ Ու օրը տենց լվացքով անցավ։ Այդ օրը 2016 թվականի ապրիլի 1-ն էր։ Երևի հիշում եք այդ օրը։ Հաջորդ օրը արթնացանք, գնացինք մարզանքի, հետ եկանք Վաշտ։ Մեր գործերը Վաշտում արեցինք, մտանք ժամանցի սենյակ, որ սպասենք ճաշարանին։ Մեկ էլ այդ բանին տագնապի ազդանշան միացավ Զորամասում։ Ասենց բոլորը վատեցինք մի իջանց քարցական դեմքերով նայեցինք կորապային ինքը մեզ, զանգեց շտաբ, որ իման ինչի է միացել տագնապի ազդանշանը, շտաբից չպատասխանեցին ու կանգնած իրար էինք նայում, չենք հասկանում ինչա կատարվում։ Մեկ էլ այդ բանին մազերը ասենց բիզ-բիզ կարմրած քրտնած դեմքով դասակի հրամանատարը դուռը խփելով բացեց ու տեսավ ասենց հարցական դեմքերով կանգնել ոչ մի բան չեն կանում ու սկսեց գոռալ ինչ եք կանգնել սաղի սպանել են սաղ պոստերը վերցրել են սաղին մտե փրթել են ու մենք արագ մտանք արուժեկա ու տեսանք արուժեկում մենակ զենքերն է սաղ դուրսը փրած չորանում է ճիշտ է շատ մաքուր բեսթած վիճակում մենք արագ հականք այդ բրոնի ժիլետ, չգիտեմ, մեշմեշոկ ամեն ինչ վերցրեցինք, պատրոնները այդ ящիկի մեջ սա խառը լցված էր սնայպեր, RPK, PK, AK, ու մենք 36 հոգով այդ թածակի պիրովկեն հակած բայց մաքուր վիճակում լցվել ենք այդ ящիկի վրա ու պատրոնները ջոկելով լիցքավորում ենք մագազինների մեջ։ Ու այդ ամեն ինչը հասցրեցինք լրիվ Զորամասի կազմի հետ անենք ու դուրս գանք Զորամասից։ Ու ամբողջ ռազմական տեխնիկան Ստեփանակերտի մեջով գնում էր։ Ճանապարհին մարդիկ մեզ էին նայում, աղոթում էին, մի հատ տատիկ չոքած սենց աղոթում էր մեզ նայելով, չէինք հասկանում ինչա կատարվում։ Ու այդ բային հեռախոս զանգեց գրպանիս մեջ։ Մենք Վաշտում մի հեռախոս ունեինք, բոլորը դրանից էին օգտվում։ Հեռախոսը գրպանիցս հանեցի ու տեսա մամաս է զանգում։ Հարութ, նայ, այս քո պատմության կուլմինացիան է, հիմա ուզում եմ, որ կարմիր սարքես բոլոր լույսերը ու շարունակես։ Չէ, նորմալ։ Նստեք չոք։ Թույն։ Այ հիմա կարող ես շարունակել։ Մամաս էր զանգում։ Մամաս տեղ է իմ հետ։ Ու ես վերցրեցի հեռախոսը մի անգամից, մամաս պանիկայի մեջ էր շատ ասում էր, Հարութ ինչ ա եղել, ինչ ա կատարվում Ղարաբաղում, այդ ինչ են խոսում, այդից ձեներ ա գալիս ավտոների ու ասեցի մամ հանգստացի, ամեն ինչ նորմալ ա, մենք Զորամասում ենք, ոչ մի բան չի եղել, ավտոներն ենք լվանում Զորամասում։ Ու անջատեցի հեռախոսը։ Գլուխս բարձրացրեցի այդ բանին մտածեցի կարող է վերջին անգամ այ մամայից հետ խոսում։ Նայեցի տղերքին ու այդ բանին տեսա ինչ-որ բան փոխվել է բոլորի մեջ։ Սկսեցին իրարից ներողություն խնդրել տղերքը։ Չգիտեմ, ոնց որ
թափանցիկ լինեին, նրանից չէր որ վախից սփռնել էին, երբ այնքան պատրաստ էին մեռնելուն ու այնքան պատրաստվել էին մահին, որ արդեն վախից հրեշտակ էին դառնում, կամ կամաց հրեշտակ էին դառնում։ Մի տեսակ մաքուր ոնց որ մաքրվեին այդ ժամանակ։ Ու տպավորություններ, որ մաքուր լույս են, հիշում եք, որ ասում էի մաքուր լույս։ Այ այդ մաքուր լույսն էր։ Բայց այդ օրը մեր պատկերացրած ավտոմատներով կռիվը չեղավ, մենք մոտավորապես 5 կիլոմետր հեռու էինք առաջնագծից։ Ու 4 օր տևեց այդ պատերազմը, ու 4 օր այդ մաքուր լույսը շատ ուժեղ կար։ Հենց վերադադար եղավ, պատերազմը ավարտվեց։ Տեսա, որ ինձնից սկսած էլ ոչ մեկի մեջ չկա այդ մաքուր լույսը, ասենց վերացավ ուղղակի միանգամից բոլորի մեջից, բոլորը անցան իրենց առօրյա ծառայությանը, իրենց առօրյա կյանքին ու վերացավ այդ լույսը։ Ու էլ կյանքում չեմ տեսել այդ լույսը։ Հիմա հասկացա, որ ցանկացած մարդ, ցանկացած պահի կարևոր չի առանձնապես գեղեցիկը կամ գեղեցիկ չի կամ հաճելիա կամ հաճելի չի։ Կարա ցանկացած պահի դառնա հրեշտակ։ Ափսոս, որ դրա համար պետք է լինես շատ մոտ մահին։ Что ж, благодаря этому спектаклю я должен сказать, Илья, я выучил слово «спитак», что означает «белый», во многом благодаря этому эпизоду, и слово «абсос», что означает «жаль». Трансляция проходит при поддержке Диалог-бюро Вена. Друзья, спасибо, что смотрите нас. И я напоминаю, что у трансляции есть чат. Вы можете писать в этот чат, задавать вопросы, на которые мы в какой-то момент, открывая этот чат, будем отвечать. Отвечать в первую очередь будет Илья Мощицкий, основатель театральной компании «Хронотоп». Это тем, кто сейчас присоединился к трансляции. И речь о спектакле под названием «Три цвета абрикосовый», который театральная компания «Хронотоп» представила осенью 22 года в Ереване. И мы только что посмотрели фрагмент, и я вспомнил это ощущение от спектакля, когда я на нем был, который с трудом передает видео. Это хорошо снят спектакль, по-моему, тут крупный план, особенно в финале, очень сильно воздействует, и тот текст, который мы только что слышали, этот монолог. Однако важно сказать, что спектакль играется с живыми субтитрами, и это сильный театральный эффект в том смысле, что действие построено так, будто это открытая репетиция, будто это серия импровизационных монологов, в которых много поправок, много дублей и прочее, прочее. Очень живой такой процесс, в котором много юмора, в котором много жизни, много пафоса, который сбивается. И наличие этих титров дает понимание, что все это не импровизация, а что это записанный текст, который выучили артисты. При этом это текст, который им же и принадлежит. Это их буквальные истории, их монологи. И это очень сильно воздействует. Если бы не было этих титров, не было бы перевода, я бы точно не понимал, импровизация это или нет. И здесь у меня такой вопрос, прежде чем мы посмотрим второй фрагмент этого спектакля. Какова судьба спектакля этого? Сколько он выдержал показов? Будет ли он показан еще в Ереване? В общем, как поживает спектакль?
Ну, это на самом деле печальная история, потому что вообще во всех спектаклях есть история разлуки, расставания. Я вспомню эту цитату из Бродского о том, что любовь сильнее разлуки, но разлука длиннее любви. Спектакль не идет. Мы, наверное, я так в комплексе расскажу, почему спектакль оказался закрыт, когда мы про Мураналь начнем говорить, но на самом деле он был сыгран довольно большое количество раз. Я сейчас не буду обманывать, не помню сколько раз, но какое-то, ну, внушительное для спектакля время он просуществовал, и на самом деле, конечно, в этих спектаклях, в которых звучит вот эта живая, прямая речь людей, которые эти истории пережили, мне кажется, вообще их не нужно, их не стоит играть десятилетиями, потому что вот эта наша конструкция протекания сквозь реальность, она, ну, в общем, понятно, что не оставляет в нас за несколько лет, да, в нас не остается ни одной клетки, да, все клетки обновляются. И, в общем, через несколько лет, да, мы даже на физиологическом уровне совершенно другие люди просто, да, с которых так как бы произошел копи-пейст внутри которых, да. Но вообще вот в этих именно спектаклях, в которых фигурирует действительное проживание действительных событий, мне кажется, люди настолько в процессе проката, в процессе жизни меняются, что очень хорошо, что он был сыгран вот, ну, не бесконечное количество раз и в каким-то очень живым перестал существовать. Мне кажется, что и от этого любовь к нему осталась незамутненной и как-то не испортилась, ничего не сгнило там. Да, и это было бы странно, если бы сейчас, спустя 2 года, текст был бы тот же, потому что Ну да. действительно этот текст, он рожден артистами в моменте, будто бы. И это был бы любопытный эксперимент, в принципе, над тем, что в этом жанре возможно, такая консервация вербатима. Но хорошо, что спектакль задокументирован, снят, и он действительно отображает определенную эпоху, определенного момента, когда война продолжалась, и остро проживалось обществом. И, собственно, у меня вопрос к тебе про этот спектакль еще. Это о том, как он репетировался, потому что театральный контекст в Армении, он довольно сильно отличается от российского все-таки. Это тоже постсоветское пространство, тоже близкие театральные традиции в институтах, но все-таки количество людей живет меньше в Ереване, чем в крупных городах России, вроде Петербурга или Москвы, и театров меньше. Или я, может быть, слишком преувеличиваю эту разницу. Как ты ощутил себя на месте режиссера в Государственном театре в Армении? Какую ты почувствовал разницу? Ну, я почувствовал на входе, что почему-то здесь присутствует какая-то такая безусловная любовь и как будто бы безусловное доверие. Если честно, этот спектакль, он рождался в абсолютной любви. Я все больше и больше проникал в этом Макондо, в котором звучала вот эта прекрасная речь, и люди, они не были похожи на самом деле на тех, ну, на те ситуации и на те театры, в которых я работал. То есть не было вот этого какого-то напряжения, не было вот этой вот какой-то проверки. Существует в театрах, чем крупнее и чем более там театр столичный, тем больше там есть уже представление о том, что плохо, что хорошо, и, в общем, есть какое-то вот там какая-то притирка. Мне кажется, что этой притирки не было, как будто бы просто вот пазлы все, они подходили, ну, как будто они
были настроены друг на друга. И да, не было ощущения, что вообще какие-то могут возникнуть сложности, хотя артистам на репетициях приходилось говорить об очень личных вещах, и как будто бы сама ситуация нашей встречи, как будто это как будто они были к этому готовы, и как будто бы какие-то вот эти непроговоренные, что ли, моменты биографии, как будто ждали момента, когда это может стать публичным. Потом уже я узнал, что там часть труппы такая более консервативная, они считают, что театр не может существовать там без пьесы, что личные истории никому там не интересны, что это там что угодно, этого то есть что то, чем там часть труппы занимается, что это как-то не очень легитимно. Но это я узнал много позже и очень хорошо, поэтому да, я думаю, на самом деле, когда была премьера, я не осознавал, насколько людям, которые играли в этом спектакле, было сложно в первую очередь перед коллегами выйти на сцену и начать рассказывать что-то очень личное, потому что да, общество табуированное, какие-то вещи, они находятся под замком, и да, я в процессе, как будто, может быть, если бы я об этом знал раньше, я бы, может, как-то редуцировал себя. А здесь вот возникло как будто такое ощущение, что вот только так и никак по-другому нельзя. И получился спектакль, да. Мы еще увидим фрагмент, который затрагивает очень личные для артистов темы, и у нас будет повод об этом поговорить тоже отдельно. Сейчас я хотел бы пару слов сказать о том, как этот спектакль устроен. Он играется на сцене, и зрители тоже находятся на сцене. Играется он на фоне пустого зрительного зала. Этот прием иногда применяется в государственных театрах, когда большая форма превращается в малую таким образом, и это дает особый эффект. И ты сказал, что ты обнаружил, что актеры были будто бы готовы к твоему предложению, к этому методу и к этой форме, и это действительно выглядело для меня, как зрителя этого спектакля, невероятно качественно, очень профессионально с актерской точки зрения, с технической точки зрения. В спектакле много видео, много звука, много каких-то перемещений пространственных, при том, что нет особых декораций. Это выглядит так, будто я попал на фестиваль НЕТ и смотрю премьеру какого-нибудь бельгийского спектакля, нашумевшего, скажем. То есть это выглядело совсем не так, как я ожидал. Не в том смысле, что я ожидал увидеть какой-то унылый, нелепый спектакль. Нет, я ожидал увидеть нечто, что можно ожидать увидеть от режиссера Ильи Мощицкого. А Спасибо, что это? коллега, спасибо. Я до этого, мое основное впечатление, связанное с твоими работами, это спектакль «Книга непокоя», поставленный в Архангельском молодежном театре в России. Это театр очень тягостный, очень сложный для восприятия, и потому прекрасный, по-моему. Это театр очень неудобный, такой асимметричный, очень тягучий, медленный, тяжеловесный, и в нем все построено так, что просто сведет с ума человека неподготовленного, что просто вывернет наружу театральных бабушек, привыкших к костюмированным постановкам Островского. Вот. А здесь нет, я увидел очень зрительский, очень веселый, очень качественный, невероятно искренний спектакль. Что ж, я просто хотел это сказать, чтобы составить более полное впечатление о том, как этот спектакль выглядит со стороны, потому что по видео не всегда понятно. На самом деле это хороший спектакль. Нет, просто там видео с нескольких камер сняты, там есть и зрительные ряды, есть и актер крупным планом, там просто не совсем понятно, он снят со зрителями или без, там не всегда видно зрителей. Мы обсуждали это до эфира, о том, что по видеоверсии этого спектакля не совсем ясно, как он устроен для зрителя, который смотрел, собственно, этот спектакль. Я предлагаю, может быть, посмотреть второй давай посмотрим фрагмент. Да.
Իլյա ջան, առաջարկում եմ քանի մի փոքր ընդմիջումա ձեզ մի հատ մեր թատրոնը ցույց տամ։ Եկեք։ Осторожно. Հենց այստեղից սկսվում է մեր թատրոնի ետնաբեմը։ Այս առաջին գրիմանոցն է։ Այստեղ մենք պատրաստվում ենք ներկայացումներին։ Հենց այստեղ է տեղի ունենում կախարդական կերպարանափոխությունը։ Այստեղ են մարդիկ դերասանները, չգիտեմ, դառնում կենդանիներ, երբեմն բույսեր ու գնում են դեպի բեմ։ Սա բազմոց է։ Այս բազմոցին նստում են մեր վաստակավոր արտիստները, երբեմն նաև մենք, ու նաև այս բազմոցը թատերական իրադարձությունների, բամբասանքների եւ օրգանների էպիկենտրոն է։ Տիկին Անահիտն է, մեր ռեժիսորի օգնականը։ Տիկին Անահիտ, հավանում եք այս ներկայացումը։ Շատ եք հավանում, շատ լավ է։ Սառնարան, ինչպես տեսնում եք, Սառնարանը չի աշխատում։ Այսպես։ Սոս Սարգսյան, համազգային թատրոնի հիմնադիրը եւ ԽՍՀՄ ժողովրդական արտիստ։ Բայց ինձ թվում է իրան այդքան էլ դուր չի գալիս այս ներկայացումը։ Անցնենք առաջ, այստեղ տեսնում ենք խանումա ներկայացման դեկորը, ինք շատ լավ ներկայացում է, ուղղակի այս թատրոնում չի, ռուսական թատրոնում է։ Այստեղ պատի վրա տեսնում ենք մեր հին ներկայացումների աֆիշները, բայց այստեղ խողովակ էր պայթել ու ամբողջ ջուրը տարել էր ու ընդհանրապես մեր կյանքում ամեն ինչ հոսում եւ գնում է։ Այս մեր զուգարանն է, այստեղ հետ տիկին Անահիտ, լավ, եկեք գնանք դեպի ֆոյե։ Ահա, այս մեր ֆոյեն է, այստեղով հանդիսատեսը գալիս է դեպի հանդիսասրահ ու հենց այստեղ տեղի է ունենում ամենակարևոր բաներից մեկը, կատարսիսը։ Ասում են, հենց դրանում է թատրոնի միսիան։ Այս մեր դերասանախումբն է, բարև ձեզ։ Ներկայացումը առաջարկում եմ, բարձրանանք բեմ, եթե դեմ չեք։ Мы продолжаем отчетный концерт театральной компании «Хронотоп» при поддержке кошки по имени Шмуля и диалог-бюро «Вена», а также спасибо за информационную поддержку журналу «Театр». Илья, вопрос по поводу спектакля, отрывок которого мы только что посмотрели, «Три цвета абрикосовый», о том, как формировался его набор тем. Дело в том, что 22 год – это год, когда стало за пределами России, да и внутри России появляться множество спектаклей, рефлексирующих то, что происходит сейчас с нами, с российским обществом, с людьми, переживающими эмиграцию, с людьми, переживающими войну, и документальных спектаклей, и фильмов, и репортажей об Украине. И в этом контексте появляется твоя работа театральной компании «Хронотоп», в которой нету твоей рефлексии как иммигранта, нету высказывания о войне в Украине, нету и при этом нету того, что тоже часто встречается, тотального ухода куда-то в сторону зарывания в глубину эпох или попытки отвлечься или говорить изоповым языком о том, что нас волнует. Это какая-то другая форма существования театра в изгнании, скажем так, или за пределами дома, да, за пределами родной страны. Вот когда формировался этот список тем совместно с актерами, что ты чувствовал, что ты проживал? Влиял ли ты каким-то образом на те потоки сознания, которые формируют артисты?
Попробуй просто вспомнить, рассказать об этом. Да мне кажется, что я как раз пытался понять, куда течет река, и не мешать ее течению, не корректировать его, что ли. То есть я наоборот старался создать такую форму, в которой бы это течение могло органично проходить сквозь все, что ли, повороты, да, то есть вот спектакль, который создан таким образом, на самом деле в книге «Непокой» это немножко тоже есть, потому что там текст меняется еще, то есть спектакль в данном случае это русло такое, да, в нем есть какой-то набор таких углов, что ли, или сужений, да, для того, чтобы это река, у нее набирает, то есть сила течения, чтобы она набирала там скорость, да, чтобы там давление повышалось, чтобы оно как-то что становилось более разряженным. И это просто больше работа, что ли, со зрительским вниманием. Или там вот действительно есть моменты, когда копится драматическое напряжение, а потом это же драматическое напряжение переживает такую разрядку иронии и так далее. То есть мне кажется, что я в данном случае стремился понять, о чем люди, которые работают в спектакле, о чем они хотят сказать, что им важно выразить, и поместить это уже в ту самую форму, которая стала спектаклем. То есть создать наиболее, что ли, комфортную среду, комфортное очень плохое слово, но вот я что-то лучше не нашел, среду, в котором бы могло состояться в отношении со зрителем еще, да, чтобы зритель мог воспринять как можно более точно, чтобы у него было в этот момент какое-то уже какое-то такое подготовленное внимание, и чтобы эта встреча вообще произошла, потому что понятно, что в какой-то момент спектакль погружается на экзистенциальный уровень, и там все время и протекает, да, и вот из этих поворотов, что ли, из этого коридора с каким-то, ну вот, удобным, комфортным, зрительским. На самом деле, вот здесь волновала меня зрительская составляющая, как это будет работать, вот как это сработает. Вот. Угу. Может быть, мы посмотрим в чат с вопросами? В чат с вопросами мы посмотрим. А там пока нет вопросов. Я вижу много красных сердец. Да, там только сердечки, Барев, здороваются с нами зрители. Барев, Вонцек. Барев. В таком случае я скажу еще пару слов об этом спектакле, о том, как он был воспринят в момент, когда появлялся. Мы, наверное, посмотрим еще фрагмент. Да. Важно сказать, вот для зрителей, которые к нам присоединились или которые еще не успели составить какое-то более конкретное представление о том, что за спектакль «Три цвета абрикоса» и почему важно про него говорить. Мне кажется, что этот спектакль довольно сильно идет вразрез с тем, что привыкла видеть театральная публика в Армении, потому что мой, может быть, недостаточно глубокий ресерч показывает, что это можно видеть разве что на фестивале Hi-Fest в качестве гастролей европейского театра, а в армянский театр чаще все-таки ставится какой-то материал и в разных интерпретациях режиссерских. И здесь мы увидели спектакль, который собран из истории актеров и актрис, которые на сцене, как монолог за монологом, рассказывают истории о себе, о самом важном. Часто это истории очень страшные, иногда это истории очень смешные,
И между собой они еще и взаимодействуют, эти актеры. То есть, причем здесь фильм Кшиштофа Кислиевского трудно понять, за исключением того, что там транслируются на экран некоторые фрагменты из этого фильма. И плюс я для себя еще отметил в этом спектакле, что мне было особенно интересно смотреть, это такая авторефлексия театра о самом себе в процессе воспроизведения. То есть это такой театр, как комментарий к театру. В режиме реального времени мы видим монологи о том, зачем нужен театр, о том, как это работает, о том, как он устроен. И звучание этих монологов – это и есть, собственно, тот театр, о котором эти монологи звучат. И это происходит в театре. И в этом смысле это был какой-то спектакль, в котором сомкнулось сразу все самое важное. Театр как территория проживания, собственно, реальности. То есть в том смысле, что в смысле Арто, да, вот Антонин Арто, для него театр – это территория, где можно по-настоящему прожить реальность, в отличие от практически любого другого места на Земле. Театр – это место, где специально все придумано так, чтобы это было вам удобно сделать. Собралось внимание, и артист, в первую очередь, может прожить реальность реальнее, чем за пределами сцены, и поделиться этим проживанием со зрителями. Те, в свою очередь, проживают ее вместе с артистом. Это как будто для этого эти темы и возникают. Тема театра, тема боли, страха, тема смерти, тема любви. Что-то, что составляет основу жизни человека. И это не выглядит как что-то намеренно сконструировано, это выглядит как нечто невероятно искреннее. Вот, я поэтому попросил Илью поставить в трансляции вот фрагмент, который мы сейчас увидим. Это ты попросил, и вот по нашей договоренности один из фрагментов – это тот фрагмент, который ты запомнил и хотел бы показать. Да? Давайте его посмотрим. Да. Նորից սպասում ենք։ Մարդիկ իրենց ամբողջ կյանքի ընթացքում սպասում են։ Որ փոքր ես լինում, սպասում ես, թե երբ ես մեծանալու։ Օրինակ ես որ փոքր էի, սպասում անալուս, որովհետև փոքր ժամանակ մամայի ընկերուհիներն ու բարեկամները, որ ինձ տեսնում էին, մամային թաքուն ասում էին, «Էս մի աղջիկդ գեշո-մեշո է, բայց որ մեծանա ամենասիրունն ա լինելու»։ Ու ես սպասում էի, երբ եմ մեծանալու, որ տեսնեմ ես եմ ամենասիրունը։ Դե հետո սպասում ես, որ ինստիտուտ ընդունվես, սպասում ես ավարտես, սպասում ես թատրոն ընդունվես, սպասում ես ինչ-որ նոր դեր ստանաս, բայց 2020 թվականը ամենաշատ սպասումների տարին էր։ Հիշում եք, չէ, պանդեմիայի ժամանակ մեզ փակեցին տներում ու մենք սպասում էինք, թե երբ են մեզ դուրս թողնելու մեր սովորական կյանքին։ Սկզբից սպասում էինք մի շաբաթ, հետո 2, հետո 3 ու արդեն չեմ հիշում։ Հենց այդ ժամանակ մեր գեղարվեստական ղեկավարը Նարինե Գրիգորյանը որոշեց, որ թատրոնը պիտի անգործ չմնա ու մտածեց Բուկովսկու տեքստերի հիման վրա թատրոնի Facebook էջի համար ինչ-որ ֆիլմի պես մի բան նկարի ու ինձ բաժին էր հասել սպասումը։ Ես որպես դերասանուհի դե մտածում էի ոնց ասեմ, որ հնչի, որ հանճարեղ լինի, որ ինձ
ինձնից առաջ ոչ մեկ նման մեկնաբանություն տված չլիներ տեքստին ու անընդհատ գլխիս մեջ տեքստերը պտտվում էին ու նկարահանումներից մի քանի օր առաջ մենք ընտանիքով հիվանդացանք COVID բոլորս լավ ենք, բայց պապայիս վիճակը կտրուկ վատացավ ու այդ այն ժամանակ էր, որ հիվանդանոցներում տեղ չկար ու ծանոթ էր պետք տեղավորելու համար։ Ծանոթ մենք գտանք, բայց մեզ ասացին, որ հիվանդանոցային ազատ մահճակալ չկա ու պիտի սպասենք, որ ազատվի։ Այսինքն մենք պիտի սպասենք կամ ինչ-որ մեկի լավանալուն, կամ ինչ-որ մեկի մահանալուն։ Հիվանդանոցային մահճակալն ազատվեց, չգիտեմ ինչի հաշվին։ Պապային տեղափոխեցինք հիվանդանոց ու սկսեցինք սպասել իր վերադարձին։ Մեզ թույլ էին տվել զանգել բժշկին, օրվա մեջ մի անգամ միևնույն ժամին։ Ու մենք մի ամբողջ օր սպասում էինք այդ ժամին։ Անջատում էինք հեռախոսն ու սպասում հաջորդ 23 ժամ 59 րոպեին, որ մի րոպեով խոսենք բժշկի հետ։ Մենք առողջացել էինք, բայց ոչ մի բան չենք կարողանում անել, որովհետև սպասում էինք։ Երբ լուսամուտից դուրս էի նայում ու տեսնում էի, որ մարդիկ անցնում են, որ ինչ-որ մեկը խանութ ա գնացել, ինչ-որ մեկը երեխային ճոճանակով ճոճում ա ինձ հետ, ահա որ տարօրինակ էր թվում ու ահա որ անարդար ես մտածում էի, ոնց, ինչ են իրանք ապրում, ինչի իրենց ժամանակ կանք չի առել։ Մի օր զանգ եկավ հիվանդանոցից, բայց ոչ այն ժամին, որ մենք սովորաբար զանգում էինք ու մեզ ասացին, որ պապան մահացել ա էլ, պետք չէր սպասել։ Մի քանի ամիս հետո սկսվեց պատերազմը։ Ամուսինս այդ ժամանակ ծառայում էր որպես վիրաբույժ ու գնաց Արցախ։ Ու այս անգամ ես ստիպված էի սպասել ոչ թե 24 ժամ, այլ 36-40 օրեր։ Զանգում էր մի վայրկյանով ու երբ անջատում էր, ես մտածում էի, որ այ հիմա կպայթի, հիմա հաստատ կզոհվի։ Անջատում էի ու սպասում հաջորդ զանգին։ Հեռուստատեսությամբ զոհված մարդկանց անուններն էին գրում, ես այդ ցուցակի մեջ փնտրում էի իր անունը, որ գոնե մի բան իմանամ։ Հետո ինձ ասացին, որ հո դու չես գժվելով, պիտի ինչ-որ մեկի անունը, զոհվածի անունը գրի այդտեղ, մինչև չհայտնի հարազատներին։ Ու ես սկսեցի սպասել անծանոթ համարից զանգերի ու դռան թակոցների։ Պատերազմը վերջացավ ու ամուսինս վերադարձավ։ Բայց լրիվ փոխված։ Ու ես շարունակեցի սպասել։ Ես դեռ սպասում եմ։ Մար։ Ոնց ես։
Ինչ զգացողություններ ունես։ Շատ հուզիչ էր։ Շատ ճիշտ բերեցիր էմոցիան միջև վերջ։ Գիտես, զգացվում էր, որ մեջը դրամա կա։ Արդյունքները թույն։ Այ օրինակ արտավազ չի դարում, երբ քեզ տեսա, այնտեղ այդքան էլ այդպես չէր, հասկանում ես։ Իսկ այստեղ շատ մաքուր տոնկի աշխատանք է ստանում, շատ յուվելիրնի բիզշվով, հասկանում ես։ Բայց գիտես մի հատ փոքր խնդիր ունենք։ Նայ մեկ շատ ես կորում քո մեջ։ Հասկանում ես, մեկ սենց փակում ես։ Ու այդ խնդիրը այն որ տաղանդավոր ես, այդ չի քննարկվում, այն որ ներսդ լիքն է, բայց մենք պիտի տեսնենք դա։ Հասկանում ես։ Այս մարդիկ եկել են բոլորը, տոմս են առել, որ քեզ տեսնեն։ Մեկը աշխատանքից շուտ է դուրս եկել, որ քեզ տեսնի, լսի։ Ուրա դիմախաղդ, բեմական խոսքդ, պլաստիկատ։ Նայ, ես չգիտեմ դու գիտես Ստանիսլավսկինովա թե չէ, բայց ինքը ասում է ավելի բարձր, արագ ու տաղանդով։ Տաղանդը կա, հիմա մնում է չձգձգես ու ավելի բարձր խոսես։ Արի մի հատ փորձենք, սպասում եմ, ուղղակի բեր դեպի կուլմինացիա, այս կուլմինացիան է, չէ։ Արի մի հատ փորձենք, հա։ Մենք սպասում ենք։ Մի հատ էլ։ Մենք սպասում ենք։ Լավ, մի հատ գնա գրիմանոց։ Գնա։ Когда мы обсуждали этот момент до трансляции, ты говорил о том, что в труппе спектакля и среди зрителей возникал этот момент, вопрос о позволительности вообще, в принципе, разговора о семье, о муже и... видел ли... Я знаю, что донимали этим вопросом некоторые, видимо, зрители или часть артистов, да, видел ли муж актрисы этот спектакль. Вообще, вокруг этого монолога какой сложился диалог? Диалог сложился, просто до меня доходили комментарии, что это делать было нельзя, и что это... переход границы, да, то есть вот есть какая-то граница, что в театре можно делать, да, и какие темы обсуждать, и на какой уровень личного выходить, но есть вот какая-то вот всеми опрувнутая, да, вот линия, такая красная черта, она вот как будто есть в обществе, она в разных обществах на разном уровне находится. Вот эту черту, в данном случае я вместе с труппой спектакля, мы ее там многократно перешли. И просто это было на самом деле то есть однозначное как будто даже такое мнение, что да, можно, конечно, что-то там вот личное выносить на сцену, но это уж совсем, я был бы твоим мужем, я бы развелся с тобой. Это катастрофа, так нельзя делать. Вот.
Сохранился ли брак? Да, да, все в порядке. Все в порядке. Нет, я думаю, на самом деле, я говорил об этом много где, мне кажется, что мне думается, что театр сейчас вот он должен как будто заниматься этим вычитанием, да, что общество настолько перформатизировано, в нем настолько сейчас преобладают вот эти вот игровые, перформативные, да, сюжеты и такие, ну, что ли, должествования, да, что мы просто обязаны выполнять какие-то вот пассы, да, вот здесь мы должны себя определенным образом вести, дома определенным образом, на работе определенным образом, ну и когда в социальных сетях вы же сами видите, что все друг друга вообще-то учат, как скорбеть, да, вот так, как вообще нужно выражать гнев, как нужно выражать скорбь, что должно, что нужно, что не нужно. И мне кажется, что театр — это такой safe space, такое пространство, где как будто бы от человека, ну вот, можно его оставить в покое, наконец. Можно дать ему возможность разрядить время и дать ему возможность самому решить, что он хочет. Это на самом деле невероятно сложно пробраться к какому-то там собственному ядру и что-то там, да, вот решить из области, что же я на самом... То есть нет, на самом деле, чем больше мы начинаем собой заниматься, да, человек начинает заниматься тем, как он устроен, он понимает, что вообще находится в настолько искусственно выдуманной реальности, что нет никакого «я», что «я» множественно, что оно все время меняется, что есть... ну, то есть, что все то, как мы препарируем реальность, да, вот, ну, вот, то есть схемы препарации, схемы восприятия реальности, они вообще к реальности очень мало отношения имеют, просто не имеют к нему отношения, да, то есть я множественно, мы мыслим вот этими обобщениями, как только мы совершаем обобщение, мы совершаем ошибку, да, то есть каждый случай рассматривая отдельно, естественно, ни у кого на это нет особо времени и так далее, то есть и мне кажется, что театр — это такое пространство, которое может вот эту образность вычитать и добираться до каких-то сущностных элементов, которые оказываются очень важны. В первую очередь, конечно, для тех людей, которые спектакль делают, которые участвуют в его постановке, но мне кажется, что и при контакте со зрительным залом понятно, что зрители проводят со спектаклем там, 2 часа, а те люди, которые его делают там, полгода, не знаю, по-разному, но больше гораздо. Но все равно, кажется, вот этот обмен, как будто бы обмен действительными представлениями о том, что вокруг нас происходит, очень важен. Такой вопрос из чата. Сейчас я произнесу правильно, постараюсь имя отправителя вопроса. Касательно спектакля «Три цвета абрикосовый». Таис Варсак. Надеюсь, я правильно поставил ударение. А какой отклик вызвал спектакль «Три цвета» у местной аудитории? Это несколько вопросов в одном. Было ли также осуждение вербатима со стороны аудитории, или это оказалось вопросами консервативной части труппы? И последняя часть этого длинного вопроса. Изменилось ли отношение консервативной части труппы к вербатиму после спектакля? Я попытаюсь очень коротко ответить, потому что понятно, что я только что сказал по поводу обобщения, да, а мне придется сейчас обобщать. Но я скажу так, у консервативной части труппы не изменилось мнение, а только укрепилось, что таким театр быть не может и не должен. Уважение. Это преступление против искусства. А как мне кажется, у зрителей, даже которые задавали вопросы, а вообще возможно ли говорить о настолько личном, ну, не было. То есть они как будто бы понимали, что
условиях этого театра так и должно быть, как будто со зрительской частью контакт случился. На сцене этого же театра прошла премьера следующего спектакля, который мы хотели обсудить. Верно? Мы очень много говорим про «Три цвета абрикосовой», да. Это на самом деле это важно, потому что я уже 2 года спектакля не видел, и классно, что мы про него поговорили, даже фрагменты посмотрели. Это было очень приятно. Есть ощущение, что есть ощущение ностальгии такой легкой. Ну, это был первый спектакль, поставленный на армянском языке в Армении. Вот, и за ним последовал второй, довольно уже в 23-м году, спустя примерно полгода, прошла премьера, тоже представленная театром, Государственным театром имени Саркисяна, правильно? Изначально премьера... Мы про «Забывать» говорим, да? Да, про Мураналь. да, я как раз хотел долгую подводку подвести. Да, спектакль называется «Забывать», на армянском звучит как? Мураналь. Мураналь. Вот таким красивым словом. И, насколько я знаю, у спектакля довольно сложная судьба в смысле родной площадки. Он репетировался в театре Саркисяна, потом показывался и продолжает, вероятно, показываться на сцене Центра экспериментального искусства НПАК, и об этом тоже отдельно поговорим. Это спектакль посвящен Сергею Параджанову. И я сразу спрошу, наверное, о том, твоя ли была идея поставить спектакль посвящения Сергею Параджанову. Мы знаем, что параллельно уже тогда репетировал свой спектакль Кирилл Серебренников под названием «Легенда», также посвящение Сергею Параджанову. И одновременно в Театре оперы и балета в Ереване готовилось большое посвящение Сергею Параджанову. Это связано с датой, с юбилеем, или это связано с твоим внутренним ощущением важности этой фигуры для армянской культуры? Расскажи, с чего начался этот спектакль и о его судьбе дальнейшей. Я фанат Параджанова. Я пересматривал «Цвет граната», «Саят Нава» много раз, когда и не представлял себе, что я окажусь в Армении. Просто это мой герой. Да? Вот я очень много посвятил времени просмотру фильмов Сергея Параджанова. Когда я оказался здесь, просто так как-то пройти мимо этого, это уже было частью меня, да, вот эти фильмы и «Тени забытых предков» и «Саят Нава», естественно. Поэтому как будто бы мы набрели на на тот смысл, который стоял у истоков, а смысл простой. Мы переживали одновременно коллапс этики, я переживал. Тут, наверное, очень важно сказать про это как-то так субъектно, да, что все речи, все тексты стали казаться глупыми, да, то есть это тоже вот о том, как реальность как будто она, на экзистенциальном уровне человек все время переживает это отчуждение от реальности, как будто реальность не очень подходит вообще для того, чтобы в ней как-то органично существовать, потому что человек, говорящий утверждение, да, он сразу же занимает как будто бы сторону, да, он же не может сказать 8 утверждений сразу, которые внутри себя будут содержать противоречия и так далее. То есть вот это вот сказанное, как будто оно настолько девальвировалось, вот это слово, которое произносится, настолько стало как будто бы не отвечать само себе, то есть вот произошло такое абсолютное расслоение и эпистемологическое, и этическое, и как будто бы в этот момент на помощь приходит Сергей Параджанов, который говорит: да, в моменты потрясений нужно находить в повседневности красивое и как-то через это, через красоту мира вокруг находить в этом и успокоение, и смысл.
у Мамардашвили есть такая идея о том, что когда правда исчезает, он говорил это в лекциях о Прусте, о том, что нужно в этот момент обращаться к грекам, которые знали толк в катастрофах и называли эти способы апория и амихания. То есть, когда истина исчезает, нужно посвятить себя такому священному бездействию, бездеятельности. Не искать истину, не пытаться производить истину, а найти какую-то приятную, желательно красивую область, какое-то место, и можно, не знаю, начать апельсины выращивать, или делать спектакль «Мураналь». Вот, наверное, через этот вход мы пришли к тому, что в итоге получилось, да, спектакль, в котором первые там, 25 минут 4 артистов просто по сцене раскладывают книжки. Да, давайте здесь я напомню о том, что вы можете оставить свой e-mail в чате для того, чтобы получить ссылки на полные видеоверсии спектаклей, о которых мы сегодня говорим, и посмотрим, может быть, сейчас фрагмент спектакля «Забывать». Ես ուզում եմ ձեզ մի կարևոր բան ասել։ Չեմ կարող։ Մոռացա։ Կներեք։ Ես մարդ եմ, ում կյանքն ու հոգին տանջանք է։ Էն մարդն եմ, ում կյանքն ու հոգին տանջանք է։ Էն մարդն եմ, ում կյանքն ու հոգին տանջանք է։ Ես մարդ եմ։
Этот спектакль был показан на фестивале Voices в Берлине как армянский спектакль. И при этом этот фестиваль, если я правильно понимаю, в его программу входило множество постановок эмигрировавших из России режиссеров, композиторов и хореографов. Расскажи, как тут прошел тут показ и как контекст, в котором оказался этот спектакль, сфокусировал его восприятие фестивальной публикой. Мне кажется, что очень хорошо прошел спектакль в Берлине, что к нему как будто было очень большое внимание, потому что, ну, действительно, армянский спектакль с армянскими актерами на армянском языке — это не слишком распространенная в Берлине, ну и вообще в целом, мне кажется, в Европе штука. И после спектакля артистов, да и мне тоже перепало внимание от зрителей, которые говорили, что все невероятно красиво, что это невероятно красивый язык, что это какие-то невероятно красивые люди, что спектакль сам по себе просто такая вакцина, что ли, да, вот, которая, как эссенция, в которую как-то вот красота набрана, а потом вот буквально в каждого введена. Вот так. Я заметил, что для тебя важно было этот спектакль защитить перед публикой. Ты выходишь в начале и говоришь о том, что приготовьтесь, что вы будете соавторами этого спектакля, что все, что вы видите, все, что вам кажется скучным, неудобным, то все ваша возможность создавать собственный спектакль из того, что вы чувствуете, наблюдаете. То, чего не было в спектакле «Три цвета абрикосовой», а то, что стало повторяться дальше, уже это повторится в третьем спектакле, про который мы говорим сегодня. И действительно, этот спектакль «Мурональ» отличается эстетически довольно заметно от спектакля «Три цвета абрикосовой». Он не дает зрителю удобного способа восприятия, он не дает зрителю зацепиться за сюжет рассказываемый, его как такового нету, но не дает способа заметить какую-то визуальную или ритмическую драматургию, или создание персонажей, или, может быть, определенной динамики, которая могла бы захватить внимание и сообщить, как это воспринимать, собственно. Это спектакль, существующий по довольно редким правилам, которые сложны для восприятия даже для подготовленной публики, для меня. Хотел сказать, даже для меня. Да, конечно. Я как раз большой поклонник сложных для восприятия театральных произведений. Для меня это, в общем, серьезное обогащение такого театрального опыта, театрального языка. Вот. И все-таки внутри контекста современного армянского театра мне показалось, что это особенно хорошо и интересно, потому что это смело, это довольно радикальный театральный язык. Вот, и хотел поинтересоваться, как ты ощущаешь сам это. Для тебя это тоже ощущается как какой-то смелый поступок, как какой-то вызов, как челлендж? Или это вполне органичная для тебя театральная форма, в которой нечего обсуждать, особенно экстремального или сложного? Жизнь показала, что спектакль нужно было, пришлось защищать, потому что после того, как мы выпустили «Три цвета абрикосовой», я почувствовал, что я существую в режиме абсолютного принятия, и надо вот эти глупости редукции бросить, что, абсолютно открытая такая среда, мы можем совершить то, что я обычно и в театре, и проделывал, да, то есть выйти на какой-то, то есть найти язык спектакля, да,
в общем-то, ну, я вот уже много раз говорил о том, что реальность сконструирована как-то неправильно, да, вот как будто есть в ней, ну, огромное количество внутри способа ее, внутри ее конструкции, да. Но вот спектакль — это возможность создать собственный мир, да, создать собственную реальность, создать какое-то собственное время, да, вот мы видим в действительности, что время довольно жестко регламентировано, да, даже в нашем эфире. Да. Нас торопят. Не смейте. Еще вопрос в вот этой регламентации, да? А можем ли мы внутри спектакля создать такое время, которое бы позволяло актеру, перформеру действительно совершить акт мышления, да? То есть просто в режиме реального времени прорубить новую нейронную связь. На это требуется огромное количество времени и энергии. Ну, мало того, что понятно, что на это требуется еще и большое количество внутренней свободы, потому что перед тобой сидят там 100 человек, которые демонстрируют тебе, что ты обязан сейчас что-то делать, чтобы их время, очень сконцентрированное, да, это вот оно помножено на количество людей в зале, что оно невероятно сейчас, невероятно ценно. И так как ты сейчас являешься обладателем этого времени, ты должен быть как-то, не знаю, невероятно интересен или как-то полезен, или вот что-то такое должен делать, чтобы время не прошло даром, да. И понятно, что вот мы в данном случае имеем дело с этими условиями, да, вот как будто бы предзадами, и пытаемся немножко их развернуть, чуть сломать. И понятно, что когда есть привычка, ну, можно сказать, что, ой, не знаю, 99% того, что мы делаем в жизни, мы совершаем через привычку, да, вот через привычный маршрут, через привычное, то есть вот это очень понятно, когда ты начинаешь учить язык, да, потому что ты видишь, что носители на самом деле не говорят слова, они делают намек на то, что это слово как бы ну ты же понимаешь, что я в этой ситуации в этот момент говорю, они как бы его, ну так, закидывают, да, и человеку, который учит язык, он такой: что ты сейчас вообще сказал? Мы с тобой познакомились как раз в Ереване, когда ты репетировал этот спектакль, уже шел спектакль «Три цвета абрикосовые», и я видел тебя свободно говорящим на армянском языке, да. И ты рассказывал о том, что существует перевод Улисса на армянский язык, у тебя уже есть татуировка на руке, есть цитаты из Улисса на армянском, и я видел, что этот спектакль, его репетиции совпали для тебя с твоим периодом в жизни, когда ты погружался в мир армянского языка, и через Параджанова, и я предлагаю сейчас посмотреть второй фрагмент этого спектакля, чтобы одновременно заметить эту рефлексию про театр. Только нам нужно будет, Родион, включи, пожалуйста, третий фрагмент. Вот не через один мы перешагнем. Да, подготовь просто третий, да. И там, потому что этот фрагмент особенно интересен тем, что в нем есть и рефлексия относительно театра, и твоего собственного присутствия в этом контексте повышенного ожидания от того, что зрители должны развлечь, должны занять его внимание с легкостью для него, а во-вторых, потому что это... да, достаточно, во-первых, на самом деле я хотел сказать про язык, но об этом будет повод поговорить еще и на основе следующего спектакля. Посмотрим, да? Посмотрим. Եվ այսպես մեր բոլոր երեկները լուսավորել են խենթերի ճամփան դեպի փոշոտ մահ հանգիր դու կարճ մոմ կյանքը մի քայլող ստվեր է միայն մի
Մարի պատմած լծված շառաչով ցասումով առանց իմաստի պրովոկացիոն ու ուղղակի ձանձրալի։ Այստեղ ոչինչ չկա, կեղծիք է։ Հասկանալու բան չկա, որովհետև չկա արվեստի առարկա։ Ներկայացման ռեժիսորը Խաբեբա է, ով փորձել է հանրությանը խաբել ժամանակակից թատրոնի խղճուկ կրկնօրինակմամբ։ Դերասաններն էլ ձախողել են ներկայացումը իրենց ոչ պրոֆեսիոնալիզմով։ Ներկայացումը լի է ֆորմալիստական, իմաստից զուրկ, դատարկ էֆեկտներով, որն էլ հերթական անգամ ապացուցում է ռեժիսորի ստեղծագործական անպտղությունը։ Что ж, я предлагаю прийти к третьему спектаклю и Скажите, коллега, вы торопитесь? Вовсе нет. Я хочу предложить в разговоре о третьем спектакле на армянском языке театральной компании «Хронотоп» в Ереване захватить те темы, которые охватывают все три спектакля, которые были поставлены, которые мы обсуждаем. Я хотел предложить начать разговор о спектакле под названием «Я еще здесь», Да. премьера которого состоялась в 2024 году, летом, если я не ошибаюсь. Осенью. Уже осенью, в сентябре. В конце сентября. В конце Или в начале сентября октября, или да. начале октября 2024 года. Значит, важно сказать об этом спектакле, что он уже играется не на сцене государства, не на сцене государственного театра, он играется в галерее. На улице государственного государства. Просто он играется внутри галереи, и я до конца не уверен, что это продакшн государственного театра. Поправь меня здесь. Он представляет собой некий эксперимент театральный, когда зрители находятся внутри картинной галереи на одной из центральных улиц Еревана и смотрят через огромную витрину на улицу. На улице разыгрывается спектакль, в котором принимают участие артисты. Впрочем, для случайных прохожих не до конца может быть очевидно, что артисты это не артисты, не какие-то невероятно театральных костюмах, ничего сверхъестественного не вытворяющие на публике, так что прохожими на улице артисты спектакля могут быть восприняты как такие же, собственно, прохожие, которые почему-то находятся около витрины и о своем разговаривают.
А зрители, сидящие внутри галереи, слышат, о чем говорят артисты, слышат улицу. Звук подведен внутрь зрительного зала, снимается с микрофонов, расположенных на улице. Вот, и в этом спектакле, мне кажется, соединились вещи, которые искались в «Три цвета абрикосовой», потому что текст рожден во многом на репетициях вместе с артистами. Я сейчас рассказываю о том, как я это воспринимаю. Могу сейчас наговорить много, возможно с твоей точки зрения глупости, да. Но все-таки это выглядит как что-то, что выбрало в себя признаки других работ и превратилось во что-то совершенно оригинальное и необычное. И в то же время это спектакль, работающий с тишиной, работающий с категориями времени. Это снова спектакль, в начале которого выходит режиссер и долго настраивает публику к тому, что будет очень тяжело, сложно, вероятно, будет скучно. И уже там через час спектакль длится 2:40, почти 3 часа, и без антракта, и готовит зрителей к тому, что предстоит поработать. Это совпадает с тем, что мы видели в спектакле. Сейчас ужасный «Мураналь». стыд чувствую. Отдельно об этом поговорим. Так вот, я хочу спросить про спектакль «Я еще здесь», который репетировался параллельно с показами «Мураналь» и с гастролями «Мураналь». Как ты выделяешь для себя эту работу? В чем она для тебя? Какие уроки восприняты предыдущими 2 проектами ты попытался здесь учесть? Или какие зоны ты для себя обнаружил, куда интересно пойти дальше? Что это за 3-й шаг? В чем его особенность? Ну, я так скажу, уроки не выучены, и мы опять пошли, просто непонятно куда. На территорию, на которой мы не были никогда. Я перед началом спектакля об этом говорю, что мы не знаем, как играть спектакль на улице, внутри общества, внутри улица никак нам не обязана соблюдать какие-то правила, да, на улице может случиться, это не герметичное пространство, не герметичная среда, произойти может что угодно в любой момент, и мы немножко, наверное, потом про это поговорим, да, что каждый спектакль, он отличается не только погодой, не только тем, насколько улица спектакль воспринимает частью себя или его отторгает, то есть там просто каждый раз какое-то такое приключение. Но что хотелось в этом спектакле попробовать? Хотелось попробовать разгерметизацию, то есть хотелось выйти из вот этой вот специально подготовленной для производства и показа театрального представления, вот там целая институция для этого работает, да, чтобы люди сели, тихо сидели, слушали, что происходит на сцене. Артисты, в общем, это вот, наверное, тоже в каком-то роде борьба с привычкой, потому что внутри театра очень сложно эту привычку сломать, потому что артисты привыкли, что они приходят на репетицию, она длится не больше определенного времени и не меньше, а они привыкли, что есть там гримерка, и что перед спектаклем есть люди, которые помогают выйти на сцену, а потом они выходят, свет, и сидят зрители и так далее. То есть есть какой-то набор просто регламентов. А здесь вообще, то есть вообще непонятно, как строить спектакль, как его будут воспринимать зрители, вообще будут ли они внимательны, и сможет ли то, что происходит на улице, стать ее частью, но одновременно, да, протаскивая через движения и смыслы улицы свои смыслы, распределяя эти смыслы и навязывая в какой-то мере зрителю темы, над которой он начинает
ну, на самом деле, сочинять спектакль вместе с актерами, да, но вбирая в себя весь комплекс выразительных средств и весь тот огромный, всю ту невероятную энтропию, которой улица заряжена. Мы просто вот прочерчиваем какую-то рамку, да, и начинаем как будто бы, ну, то есть ломаем стенки аквариума, да, и вот начинается какая-то жизнь, спектакль как целая жизнь, которая, ну, ничего нам не гарантирует. Когда я посмотрел этот спектакль, я был абсолютно поражен. Во-первых, потому что не сработала твоя настройка зрительская. Ты говоришь о том, что приготовьтесь, что будет скучно, и что самое интересное начнется через час. Самое интересное начинается сразу, буквально, потому что от начала и до конца весь этот спектакль, он держит в бесконечно ощутимом напряжении зрителя, который болеет в каком-то смысле за артистов, ощущая их не то в опасности, не то в ужасно нестабильном каком-то процессе, в котором может все пойти не так, и при этом восхищаясь, наверное, какими-то случайными совпадениями, которые никогда не прогнозируются. Это невозможно запрогнозировать почти ничего из того, что я видел. Я видел спектакль дважды. Все самые сильные моменты спектакля, они созданы в сочетании с непредсказуемыми вещами, которые мы не знали, что сейчас кошка станет и будет умываться, но мы предположили, что было бы хорошо, если бы кошка была в кадре. Да, и здесь делала, что хочет. Да, но мы не знаем, когда она будет делать что. Да, Город да. в этом спектакле ведет себя так же, и это какая-то найденная механика, похожа на маленький заводик по производству театральных впечатлений. Я предлагаю сразу посмотреть небольшой фрагмент, потом еще обсудить, как это может вообще работать. Да, давайте посмотрим фрагмент спектакля «Я еще здесь». Գիտես ինչից եմ ամենաշատը զզվում։ Կաթիսերից, ոչխարի մսից, մայոնեզից, երեխաներից, բաղնիքից ու սպորտային բարերից։
Սպորտային։ Ահա որա։ Հա, ու մեկ էլ ազիացիներից։ Իսկ գիտես ինչ եմ ամենաշատը սիրում։ Թանկարժեք մեքենաներ, մարդկանց հոծ բազմություն ու մեկ էլ Բիոնսեի վերջին ալբոմը։ Աստվածաշունչը կարդացել ես։ Աստվածաշունչը։ Հա, թա թերթել եմ։ Փոքր ժամանակ։ Հա, փոքր ժամանակ աչքի եմ անցկացրել։ Բարձա։ Բայց գիտես, ես մի անգամ եղել եմ Սուրբ հողի վրա։ Հա։ Ու ո՞նց էր։ Ոայ շատ լավ էր, բայց ամենաշատը Մեռյա ծովը հավանեցի։ Գիտես ոնց է այդ ծովում ջուրը այնքան աղի է, ասես քո համար նստած կարողանում ես հանգիստ լողալ։ Շատ հավես էր։ Իսկ Երուսաղեմը։ Քաղաքը դե հա, քաղաքն է լավ էր, ոչինչ։ Գիտես, ասում են այնտեղ մարդիկ դեռ սպասում են եկչի։ Ոչ։ Ես չեմ նկատել իմ բան։ Да, я хотел бы очень много рассказать про этот спектакль. Я действительно всем рассказываю, кого встречаю, потому что это большое событие для Еревана, по-моему, как было бы большим событием для Москвы или Петербурга, где мог бы тоже выйти этот спектакль, также в той же степени, как и для любого европейского столичного города. И это спектакль, он, если искать для него категорию, он мог бы войти в категорию спектаклей сайт-специфических, которые предполагают, что его основа – это пространство. Пространство нестабильное, да, пространство города. Это спектакль
каком-то смысле уличное, это почти уличное искусство. Для меня это в одну категорию умещается с спектаклями Всеволода Лисовского, которая вот серия спектаклей в Москве была, вот, наверное, в конце 10-х, начале 20-х годов. Особенно заметное здесь событие был спектакль «Неявные воздействия», где группа артистов вместе со зрителями бродили по городу по случайным маршрутам и в случайном порядке случайные фрагменты текстов в случайной форме озвучивали. Такой спектакль «Пранк» часто заканчивался он в отделении полиции. Вот. Или же в спектакле «Римский протокол», очень вписанные в городское пространство, его ритмы, учитывающие это, и в этом смысле никогда не заканчивающиеся в отделении полиции, и очень предсказуемые, потому что драматургия спектаклей «Римский протокол» городских, таких как «Ремоут», например, она как раз продиктована этими городскими ритмами, этим видами транспорта, или жизнью площади, или торгового центра, парковки, спортивной какой-то площадки. И в этом смысле даже группа из 50 человек в наушниках очень легко вписывается и особенно не вызывает вопросов у прохожих, которые заняты своими делами, идут, не замечая ничего. Вот. И здесь я тоже вижу вот такое наблюдение за городской жизнью, но более скрытное, менее провокативное для улицы. И зрители превращаются в таких подглядывающих за городом людей. И особенно я хотел бы выделить такую вещь, это то, как спектакль повел себя, когда появились зрители. Потому что репетировался спектакль без зрителей. Артисты играли тот текст, который был рожден в ходе репетиции, просто между собой предполагая, что, например, придут зрители. И как поменялся спектакль, как поменялись прохожие, как они стали себя вести, когда появились прохожие или когда появились зрители? Когда появились зрители. Когда появились глаза из витрины? Да, именно так. Это, я так понимаю, что это было одним из факторов, которые стали неожиданностью для артистов. И для тебя, возможно, тоже. Само появление зрителей, мне кажется, не слишком повлияло на спектакль, но просто он в этот момент собрался, и мы вышли, то есть мы много на самом деле провели времени внутри комфортной такой среды, да, не обязательной, но даже когда мы выходили на улицу, в общем, нет никакой рамки, нет никаких там на артистах микрофоны, и все это очень, очень свободно, и нет никаких обязательств и так далее. И когда первый раз мы решили в какой-то момент, что спектакль готов, да, то есть тоже как нам нужно было определить его готовность, это тоже довольно большой вопрос, потому что мне кажется, что мы решили, что мы готовы к следующей ступени риска, да, то есть вот мы готовы попробовать сыграть этот спектакль от начала до конца при наблюдателях, которые будут вот с той стороны витрины, да. И надо сказать, что каждый раз это настолько происходит по-разному, это настолько каждый раз удивительно, и просто мы начали учиться. Но я говорю, в общем, конечно, присоседиваюсь так к артистам, потому что они, конечно. Я приведу несколько примеров того, что происходило из того, что не было запланировано, да, вот я что-то из этого видел, я не видел, да. Я просто, коллега, я сижу, смотрю спектакль изнутри, и я часть спектакля не вижу, потому что сижу с коллегой Родионом за звукорежиссерским пультом, и могу только вот таким образом выглядывать из-за витрины. Ну и да, в какой-то момент я выглядываю, там, в общем, скамейка, на которой должны сидеть артисты, и я понимаю, что там гораздо больше просто людей, чем должно быть. Там прохожие, туда присели
бабушки, там уже идет какая-то дискуссия, и все это на самом деле вбирает в себя спектакль. То есть это тоже одна из задач. То есть мы хотели сделать спектакль таким образом, чтобы он мог, раздвигаясь, да, вот буквально вмещать в себя улицу в разных ее проявлениях. То есть когда улица течет сквозь него, абсолютно его не замечая, это одна ситуация, но когда она вторгается, вот он должен иметь возможность вместить в себя, да, раздвинуться, стать шире и стать глубже, и вместить в себя то, что предлагает в данный момент человек, который просто совершает интервенцию. Да? Он, может быть, об этом не подозревает, но он совершает интервенцию внутрь уже построенной драматургии. Да? Да, там есть некоторая история, которая разворачивается очень поступательно, связанная с тем, что артисты играют неких людей, которые хотят попасть внутрь театра. Но они не играют людей. То есть это артисты, которые пришли на собеседование в театр, но театр закрыт. Ну, о том, что мы пришли на собеседование, это мы не знаем, да, это мы не знаем, но они пришли в театр. Да, театр закрыт. То есть, закрыт. если мы понимаем, что они имеют какое-то отношение к театру, да, они туда пришли. И театр закрыт, им ничего не остается более, чем вот сесть на скамеечку у театра и начать ждать. Пока театр, когда-то, в какой-то момент, видимо, театр должен открыться. И весь спектакль, он построен на вот этом ожидании, они то и дело проверяют, да, может быть, дверь открылась, но она так, то есть она открывается только в конце спектакля. Да? Да, вот, и в этот сюжет он, в общем, вмещает в себя некоторое количество диалогов, которые, кстати говоря, вмещают разговор и, как мы сейчас увидим, о войне, в частности, и в целом, да, и он вмещает в себя тот контекст, который существует конкретно в Ереване, в армянском обществе тоже. Он вмещает в себя контекст разноязыкового общества, разноязычного. Вот. Но что самое важное, наверное, он вмещает в себя непредсказуемость города. И вот этот случай, который ты назвал, когда ты глядишь из-за колонны, чтобы проверить, все ли идет хорошо, на одну из мизансцен, застроенных в спектакле, когда все герои спектакля собираются в одной точке, в такой почти групповой фотографии, на скамейке, которая все время служит центром композиции этого спектакля. И замечаешь вдруг, что там сильно прибавилось количество этих артистов, потому что также тут вот я хочу подробнее остановиться на этом моменте, потому что происходит очень сложное наслоение текстов. Можно понять это очень по-разному. Дело в том, что зрители не до конца понимают, кто актеры, а кто случайные прохожие, которые неожиданно включились в спектакль и стали играть его вместе с актерами, заметив, что есть зрительный зал. И поскольку я смотрел спектакль сначала один раз, а потом второй, я смог различать это. Но я при этом, смотря второй раз на этот спектакль, стал тут же понимать, что часть зрителей не видели первый спектакль, и поэтому они сейчас наверняка неправильно трактуют происходящее. А происходит примерно следующее. Появляется среди артистов пожилая дама, глубоко пожилая, скажем так, на вид, за 80, наверное, мягко скажем. Вот. И выглядит очень театрально и смотрит зловеще из-за спин зрителей в глубину последнего ряда зрителей, замерев примерно на полчаса. Параллельно появляются еще две бабушки, которые занимают скамейку и, понимая правила игры, что сейчас нужно молчать, они замалкивают. И также, смотря в разные стороны, не двигаясь, сидят вместе с артистами. Появляется девушка в черном, которая появлялась где-то и раньше, но вдруг она появляется снова и присоединяется к этой групповой мизансцене, кладя одной из актрис голову на плечо. Кто-то еще, я не помню, какой-то то ли молодой человек, я сейчас уже точно не помню кто, ложится буквально. И возникает композиция из человек 10.
которые, из них часть это артисты, а часть это прохожие, которые приняли правила игры и стали артистами. И для зрителей сложно понять, кто артист, кто нет. И это только один эпизод. Да? Таких эпизодов довольно много возникало. В частности, доходило до того, что спектакль был на грани срыва, когда некоторые прохожие пытались эпатировать и публику, и артистов, занимая место, вступая в диалог, чего-то требуя, очень ведя себя агрессивно. И это я говорю только про один показ. И наверное... Но ты говоришь про показ, так называемый показ полной луны. Мне кажется, это вот нам повезло, что над Ереваном взошла полная луна, и как будто все, на кого полнолуние влияет, они все собрались в этот момент в нашем спектакле. Это было на самом деле вот такой, может быть, пока мы не знаем, спектакль идет, и может быть... Это был невероятный показ. Там повторится. Там трижды проходили близнецы разного возраста, одинаково одеты. Там это выглядело как постановочный эффект. Этот показ начинался с того, что перед зрителями сидели на скамейке две девушки, не смотря в зрительный зал, и одна другой показывала в рот себе, та туда заглядывала, это выглядело как что-то неправдоподобное, потом они замечали зрителей и хохоча убегали, это выглядело как сцена из мюзикла какого-то. И потом в середине спектакля есть мизансцена, в которой один из персонажей другому показывает себе в рот. Также это выглядело как просто петелька, крючочек мизансцены поставлена. Но я-то знаю, что это не поставлено, потому что я видел первый показ, а для зрителей это выглядело как спектакль, в котором участвует человек 50 зрителей, как актеров. Драматургическая арка. Да, в которых очень много актеров. Но, в частности, девушка, которая появлялась, начала целовать витрину. Да. Это некоторые дети подолгу задерживались, начинали танцевать перед зрительным залом. И, в общем, я завидую тем зрителям, которые видели спектакль в первый раз в тот показ, потому что для них это был спектакль, в котором задействовано довольно большое количество людей, и особенно там заметна работа художника по костюмам, актер массовых сцен и прочее. И в том числе я знаю, что был спектакль «Под дождем». Вот тут я тоже жалею, что я это не видел. Расскажи, как это прошло, кстати. Я на самом деле еще пытаюсь представить себе, что в этот момент наши зрители по ту сторону камеры понимают. Давай, может быть, посмотрим фрагмент спектакля «Я еще здесь». Это эпизод, который выбрал ты. Что вы сказали? Вы сказали кровавое убийство? Вы сказали кровавое убийство 10 тысяч человек? Вы сказали насилие, пытки, убийство 100 тысяч человек? Убийство 100 тысяч человек? Мне послышалось? Или вы сказали, должны признать вину? Должны признать вину за кровавое убийство 100 тысяч человек. Вы сказали,
должны взять ответственность, должны признать вину за убийство, за насилие, пытки 100 тысяч человек? Вы сказали, должны признать вину? Вы серьезно? Вы это сказали? Չէ։ Ես նման բան չասացի։ Քներեք։ Ոչինչ։ Ծամոն կուզեք։ Ելակ բանան։ Համովը շատ։ Մերսի։ Дорогие друзья, я хочу напомнить, что у трансляции есть чат, куда вы можете написать свой e-mail, и организаторы трансляции пришлют вам полные видеоверсии этих спектаклей. Это «Три цвета абрикосовый», «Забывать» и «Я еще здесь». Кстати, мы хотим отдельно отметить собственную благодарность Айгуль Давлетшиной. Айгуль Давлетшиной, которая внутри чата читает все и следит, чтобы все было в рамках договоренностей и вообще, чтобы все это состоялось.
Айгуль Давлетшина, международный продюсер Хронотоп. Отдельная благодарность тебе. Мы хотели бы, наверное, еще обсудить вот этот спектакль «Я еще здесь», вот этот момент включения прохожих под воздействием зрительного зала. Что-то можно сказать про контраст до появления зрителей и после? Мне кажется, что я только в перерыве, когда мы смотрели видео, понял вопрос. Действительно, здесь создалась ситуация, которой я никогда не чувствовал, когда делал спектакль в конвенциональном зрительном зале и сцене, да, ну, то есть на сценической площадке, да. Между артистами и зрителями обычно возникает антагонизм, то есть артисты за время спектакля должны завоевать зрителя, завоевать его внимание, как-то увлечь его и в итоге как будто бы победить, да, и бывают спектакли, где зритель побеждает, и это спектакли, в общем, ну, то есть это мы можем сказать, что если зрители победили, то спектакль не получился. Победить должны артисты. А здесь создалась ужасно интересная ситуация, потому что зрители не выступают против артистов, а они выступают вместе с артистами против улицы. То есть они как будто стараются помочь артистам сочинить этот спектакль. Они вместе с ними противостоят энтропии. Они вместе с ними пытаются внутри хаоса проделать вот эту дорожку из драматургии, как будто бы, ну, то есть совершить какую-то ту работу, которую мы в жизни проделываем, да, то есть не множить хаос, а сокращать. И как будто артисты делают это вместе со зрителями. И в итоге, в конечном итоге, они вместе побеждают хаос, они вместе побеждают улицу, они вместе сочиняют спектакль, и они вместе как будто бы выходят, ну, то есть выходят в форму, да, то есть сочиняют и делают состоявшуюся форму спектакля вместе, а не противостоят друг другу. Вот это, мне кажется, какой-то важный очень момент, который в спектакле оказался неожиданно. Да, это особенно интересно наблюдать из зрительного зала, как этот момент, когда прохожий еще не заметил, что на него смотрит там примерно там 50 пар глаз. И момент, как он ведет себя, когда заметил себя в центре внимания. Представьте, вы идете просто по улице, занимаетесь, там, заняты своими мыслями, может быть, или куда-то торопитесь, или просто прогуливаетесь, и вдруг в периферийном зрении вы замечаете, что вы на сцене сейчас. И на вас смотрит зрительный зал. Вы шли по своим делам, оказались на сцене. Проходите, буквально проходите через сцену на какой-то промежуток времени, становясь артистом-перформером. И интересно, что видов таких реакций, как человек может отреагировать, очень много. Кто-то делает вид, что ничего не заметил, кто-то действительно не замечает, потому что это надо как-то быть внимательным, не быть погруженным в свои мысли. То есть много людей, большинство, мне кажется, проходят мимо, не включая периферическое зрение. Особенно интересно представить себе, что это правда сцена, что это театральная сцена, и это действительно большое количество актеров, статистов, просто тысячи проходят слева направо, справа налево, кто-то проезжает на электросамокатах, кто-то на велосипедах, кто-то на каких-то других маленьких колесных средствах, кто-то ведет коляску, а некоторые останавливаются, смотрят, показывают другим за плечи их, значит, трогают, говорят, смотрите, вот, и некоторые остаются надолго и сбоку наблюдают за спектаклем дальше, кто-то начинает эпатировать. В общем, ужасно интересно, и еще для меня это стало таким
исследованием человеческих походок. Потому что я увидел, как по-разному люди ходят, как по-разному выглядят походки, как по-разному выглядят осанки, как люди одеваются. Это, может быть, никогда в жизни я ни до, ни после не видел столько разных прошедших мимо меня людей. Я так подробно их никогда не разглядывал. Ну, потому что это тоже, в общем, нарушение конвенции, да? Ну, нельзя разглядывать людей. Это неудобно, некрасиво. Это, в общем, за это, ну, как-то человек может... Хотите разглядеть людей, хотите в театр. Там люди специально на сцену выходят, чтобы вы их разглядывали. Да, здесь, в общем-то, это неприлично как-то, да. Да, и я хотел попросить тебя рассказать немного о той команде, которая собралась вокруг этого спектакля, и, в принципе, его, статусе. Это продакшн чей, да? Это театральная компания «Хронотоп» плюс кто? Плюс Покер-театрон, малый театр, и Иван Бадалян, который вообще с самого начала очень нас поддерживает, с начала нашего приезда в Ереван. И внутри спектакля образовалась удивительная команда. Я хочу всех назвать по именам, потому что в команде есть люди, с которыми я работал очень давно и в России, с которыми стали частью Хронотопа. Потом мы год не виделись, потом они оказались в Ереване и так далее. Мария Сейранян и Жанна Велетян — это актрисы, которые работали в театре Алмаз Гаин в спектакле «Три цвета абрикосовый». Это артистки, которые играли героинь только что в эпизоде, которые обсуждали Библию. Да, и эпизод с Марией Сейранян вы видели в начале, в третьем эпизоде, когда мы показывали «Три цвета абрикосовый». Это актрисы, которые с этого спектакля вот, обе принимают участие и в «Мораналь», в «Забывать», и в этом спектакле. В этом спектакле также работает Алишер Умаров, который был частью Хронотопа и еще до эмиграции, Катя Крамаренко, которая была частью Хронотопа до эмиграции, и которые мы вместе создавали спектакли, играли их в центре имени Мейерхольда в Москве. Михер Макартычан, который присоединился в этом спектакле, Алик Левазгани, который присоединился в этом спектакле. В общем, вот, да, вот в этом это сегодня, можно сказать, ядро Хронотоп. Но так как это временное объединение, да, в следующем спектакле мы, может быть, как-то пересоберемся, но на данный момент времени это так. Про будущее несколько вопросов. Я хотел спросить про будущее тех спектаклей, о которых мы говорим. Мы понимаем, что нету в репертуаре театра «Алмаз Гаин» имени Соса Саркисяна нету спектакля «Три цвета абрикосовые», но есть его видеоверсия. Можно посмотреть, оставив e-mail в комментариях. И спектакль «Мораналь», вероятно, еще будет показан на сцене НПАК, верно? Да. Он жив. Это часть репертуара Хронотопа. Также продолжать свою жизнь спектакля «Я еще здесь». И впереди еще запланирован фестиваль. Впереди у нас запланирован фестиваль, который пройдет с 1 по 8 июня в Ереване. Там будут и спектакли «Хронотоп», и спектакли наших друзей, которые здесь тоже делают независимый театр, и армянский театр, и, ну, можно сказать, иммигрантский театр, такой релаканский театр. Ну, в общем, это будет насыщенная программа. Кроме того, в эту программу мы готовим премьеру по специально написанной пьесе, которую пишет Эстер Бол, Ася Волошина. Это будет спектакль, в котором, ну, то есть специально, в общем, для Хронотопа написанный и придуманный. Не буду про него, на самом деле, ничего рассказывать, потому что сам еще мало знаю, но знаю, что это будет, что на
следующей неделе мы должны... Эстер вышлет текст, и мы будем начинать репетиции. Я хочу еще Айгуль попросить. Айгуль, можешь, пожалуйста, выслать в чатик сайт фестиваля, чтобы те, кто хочет, могли увидеть программу, ознакомиться с ней. Если вы в Ереване, то мы ждем вас на спектакле. Если вы не в Ереване, мы еще с большим энтузиазмом приглашаем вас приехать сюда и стать частью фестиваля, временного фестиваля. Да, с 1 по 8 июня этого года. Также одна из наших следующих ипостасей станет школа, Хронотоп School. Мы пока что на этапе создания, но в итоге мы хотим создать прецедент альтернативного театрального образования в Армении, и будем очень рады, если вы будете к нам присоединяться. Я думаю, что это станет какой-то частью Хронотоп, и участие в репетиционном процессе, и, в общем-то, это должны в какой-то момент стать сообщающимися сосудами. Вот такой план. А кого ты рассчитываешь видеть в качестве обучающихся в театральной школе Хронотоп? Это будет сказано отдельно на сайте. Я постарался это подробно описать, что мы, конечно, это будет какая-то сессия, какой-то диалог. Я не буду говорить, что это будет отбор, но это будет... Отбор. Да, это будет жесткий отбор тех людей, которые хотят вместе с нами участвовать в исследовании театра, в таком полном цикле, что ли, репетиционного погружения, не знаю, в постановку, да, то есть мы будем заниматься... Это такая лабораторная, на самом деле, работа, я сейчас уже путанно говорю, конечно, но это очень будет зависеть от тех людей, которые соберутся, потому что здесь не важен бэкграунд, то есть человек может иметь театральное образование, может его не иметь, но по каким-то вайбам, по какому-то совместному, синхронному ощущению от реальности мы будем набирать курс и будем вместе заниматься исследованиями театра, исследованием природы перформативности, природы человека внутри перформативных алгоритмов и вне них. Ничего не понятно. Я, по крайней мере, понял, что речь о людях, у которых серьезное намерение по отношению к театральному искусству, и это отличает школу Хронотоп от множества других театральных школ, которые предполагают обучение театральному, актерскому мастерству, дикции, ораторскому искусству для жизни. То есть то, что предполагается для того, чтобы не ставить спектакли, не участвовать в театральных опытах, а для того, чтобы просто в жизни чувствовать себя более раскованным. Не обязательно человек, который попадает в студию, будет потом заниматься режиссурой или попадет в актерскую профессию, не дай бог, это очень сложная и неблагодарная, требующая определенных решений, что ли, штука, но просто это может помочь в зрительском опыте, да, и в погружении просто в вот этот исследовательский процесс. Оно, конечно, может влиять на жизнь, и не обязательно после этого бросаться, участвовать в спектаклях. Может быть, можно ограничиться наблюдением, смотрением. Я
в завершении довольно долгого разговора, и прежде чем показать финальный фрагмент спектакля, то есть третий, не финал спектакля, но финальный из 3 фрагментов спектакля «Я еще здесь», хотел тебя спросить о самом главном, о том, о чем мы намеревались говорить. Это но не поговорили. Отчасти поговорили, но хотелось бы как-то к этому вернуться. Это о том, что с нами стало за 3 года, о том, что для тебя эти 3 года в Армении. Может быть, попробовать провести такой мысленный эксперимент, попытаться вспомнить тебе себя 3 года назад, когда ты репетировал «Три цвета абрикосовой», и каким ты видел предстоящие, скажем, года 2-3, а то и 5. В чем там разница в той картинке туманного будущего с тем, что произошло в действительности, и как ты чувствуешь себя сейчас, пройдя этот путь? Ну, я чувствую себя заново рожденным, и как будто бы я очень благодарен этому опыту. Я действительно думаю, что 3 года я жил, не оборачиваясь, благодаря тому, что люди вокруг, и что сама Армения, и что артисты, которые стали частью Хронотоп, и весь этот опыт, он как будто бы сделал возможным вот этот вот взгляд вперед и возможность не оборачиваться, потому что, конечно, там позади горе, и каждый раз, когда я оборачиваюсь, я как будто вдруг вспоминаю, что заставило меня оказаться здесь, и что произошла на самом деле катастрофа, и что разрушен тот мир, в котором мы существовали, и, видимо, будет создаваться какой-то новый мир, но Армения и тот действительно уникальный во многом опыт, который с нами произошел, и он буквально спас нас от вот, бесконечной, беспросветной депрессии, несмотря на то, есть действительно Армения и ситуация Хронотоп позволяет сохраняться внутри апокалипсиса, и мы надеемся, я надеюсь, что наше временное объединение, оно еще, вот это safe space, про который я говорил, что да, вот на репетициях люди могут наконец почувствовать, что они никому ничего не должны, и пытаются быть собой, что мы еще и полезны и зрителям, которые тоже попадают в этот safe space. Вот. Я думаю, что... Один момент очень важный. Еще одна благодарность. Если вдруг так произошло, что этот человек нас смотрит, Дмитрий Симонов, на самом деле, благодаря меценатской помощи которого вообще Хронотоп существует, это было бы невозможно без него. Ну и не только благодаря поддержке меценатской и финансовой, но еще много чем. И текстами, и плечом, и разговор, и диалогом, и многими решениями, которые связаны с Хронотопом, и тем, что Дима поддерживает и создание, допустим, фестиваля. Тоже фестиваль пройдет при его непосредственной поддержке. Это очень важно. Независимый театр, который существует вот в таком вакууме, еще и вот в эмиграции, это огромная благодарность от всего Хронотоп. Дима, ждем тебя на фестивале. Если вы тоже хотите поддержать театральную компанию Хронотоп, в описании к этому видео есть ссылка на Patreon.
действительно независимым театрам всегда сложно выживать и в любой стране, в любое время, и особенно в эмиграции. В этом смысле поддержка, конечно, вещь неоценимая и всегда необходимая. Я в завершение хотел бы кое-что сказать. Это сегодня прощенное воскресенье. Я бы хотел бы попросить у вас, зрители, дорогие зрители этой трансляции, у нас прощения, если что-то пошло не так, да и вообще в целом. У тебя, Илья, тоже прости меня, пожалуйста. Простите меня, простите, есть за что. Я прошу прощения у всех. Вот, давайте мы посмотрим заключительный отрывок из спектакля. Давай «Я еще пробежимся здесь». по шпаргалке. Все ли мы выполнили? Вдруг мы сейчас схватимся за голову и скажем, еще мы не сказали, да, про то, что Я по ней пробежался. Эстер Бол пишет пьесу, и мы будем ставить спектакль, и будет фестиваль с 1 по 8 июня, и будет школа «Хронотоп», про которую я очень невнятно рассказал. Простите меня, про все можно будет прочитать вполне внятно. на сайте. И что? И «Хронотоп» запланировал огромное количество еще разных активностей, про которые пока нельзя говорить. Но еще, наверное, мы должны сказать спасибо всем, кто еще с нами. Потому что мы вышли далеко за хронометраж. Извините. И в качестве прощания давайте мы включим этот финальный отрывок. Мы еще здесь. Երբ մարդը մահանում է ու դրանից առաջ երկար ժամանակ հիվանդ է լինում, ահա թե ինչն է սարսափելին լինում։ Սկզբում վիճակի վատացումը շատ աննշան է լինում ու անգամ թվում է, թե մարդը գնում է դեպի ապաքինման։ Բայց հանկարծ հիշում ես, որ մի շաբաթ առաջ նա տեղից կարողանում էր վեր կենալ։ Իսկ հիմա միայն թեքվել։ Իսկ որոշ ժամանակ հետո զարմանքով նկատում ես, որ մարդը էլ թեքվել էլ չի կարողանում։ Միայն գլուխն է բարձրացնում։ Այդտեղ առաջին անգամ տեսնում ես անխուսափելին։ Այդպես էլ կլինի աշխարհի վերջը։ Կսկսվի գուցե այսպես։ Դրսում կամ պատուհանից նայելիս ես կտեսնեմ մի մարդու, ով մյուսներից ոչինչով չի տարբերվում, բացի քայլվածքից։ Նա քայլում է մյուսներից մի քիչ ավելի դանդաղ ու ավելի կենտրոնացած։ Երբ ես երկրորդ անգամ նրան տեսնում, ես չեմ զարմանա ու հնարավոր է չհիշեմ էլ, որ նախկինում տեսել եմ նրան։ Բայց արդեն հաջորդ հանդիպումների ընթացքում լարվածությունը կավելանում։ Ոչ ոք չի խոսի այդ մարդու մասին, որովհետև նման խոսակցությունները հիմար կթվան, ինչպես հիմար են թվում զրույցները աղոտ կանխազգացումների ու զգացողությունների մասին։ Ոչ ոք ոչ wokից ոչինչ չի հարցնի, որովհետև դե հիմարություն է հարց տալ, երբ որևէ հիմք չկա դրա համար։ Բայց մի քանի հանդիպում հետո
ինչ որտեղ շատ մարդիկ կհավաքվեն կամ գուցե եւ ամեն տան մեջ ինչ որ բան հիշելով, ինչ որ մեկը հանկարծ կասի։ Դա եղավ, երբ հայտնվեց դանդաղ քայլող մարդը։ Ու այդտեղ ի հայտ կգա վախը։ Մարդը, ով դա կասի, կանգ կառնի։ Ու բոլորը կհասկանան, որ կատարվեց ինչ-որ սարսափելի ու անուղղելի մի բան։ Եվ որ բոլորն արդեն դա գիտեն։ Էլ երբեք վախը չի լքի մարդկանց։ Հետո կնկատեն, որ հայտնվել են դանդաղ քայլող ուրիշ մարդիկ։ Եվ որ որոշ ծանոթներ են սկսել դանդաղ քայլել։ Գնացքներն ու մեքենաները դանդաղ են շարժվում։ Թռչունները անշարժանում են երկնքում։ Եվ որ օրը երկարել է։ Ոչ մի գիտություն դա չի կարողանա բացատրել։ Ժամացույցները կսկսեն դանդաղ շարժվել։ Ուղղակի կլինի շարժման կանգ։ Ձայներն ու աղմուկը կլռեն։ Կգա լիակատար դատարկության զգացում։ Կբացառվի ցանկացած պատահականություն։ Ամեն բան կանշարժանում։ Տեղի կունենա աշխարհի ամբողջական կանգ։
Երեխեք։ Բաց։